В этом году серия Need for Speed празднует свой 30-летний юбилей. За это время она успела многократно преобразиться. Иногда сворачивала на кривую дорожку, иногда становилась легендарной и признанной игровым сообществом. В другое время это же сообщество ее хоронило и говорило, что лучше уже не будет. Однако за все время, несмотря на перезапуски, критику и падение продаж относительно пиковых для серии лет, она все еще остается на плаву, все еще успешно продается и каждой новой частью вызывает бурление интернет-комьюнити. Что, в общем-то, закономерно. Серия NFS постоянно меняла вектор развития. Однако неизменной всегда оставалась аудитория, в которую Electronic Arts целилась, в молодых и горячих. Именно по этой причине у каждого из нас серия ассоциируется со своей любимой игрой. Для кого-то NFS — это гонки с полицией по городским улицам в Most Wanted. Для кого-то поездки по загородным трассам на роскошных суперкарах. Для кого-то аниме. В общем, хватит тянуть вступлениями. Я приветствую вас в пилотном выпуске истории серии Need for Speed, моего первого масштабного проекта, в рамках которого я постараюсь рассказать вам все обо всех частях этой крупной видеоигровой франшизы. Для удобства вашего и облегчения работы себе было решено поделить эту монографию на несколько эпизодов. План, согласно которому мы будем двигаться, перед вами. В лучших традициях стоп-гейма мы не всегда будем идти в хронологическом порядке, однако мне кажется, что такое тематическое деление будет более корректно. На повестке дня дебют серии Road & Track presents The Need for Speed. Пристегните ремни и поехали. Эта история началась задолго до рождения самой серии. Началась она, как водится, с одного парня с очень интересной судьбой по имени Дон Мэтрик. Его карьера началась еще в далеком 82 году, когда Дону было 17. Тогда вместе со своим другом Джеффом Сэмбером они основали компанию Distinctive Software и занимались разработкой гоночных и спортивных игр для компьютеров Apple II, Amiga, Commodore 64 и DOS. Первой разработанной игрой стала Fight Night, симулятор бокса, изданный в 1985 году компанией Accolade, а первым гоночным тайтлом стала Test Drive 1987 года. Сама идея игры пришла Мэтрику, когда он решил проехать по своему Porsche 944 по шоссе 99 из канадского Бернаби до Вистлера. Свое небольшое путешествие он снял на видеокамеру, после чего запись была передана группе разработчиков для реализации ее в формате геймплея. Современников дебютная игра серии поражала графикой. До выхода Test Drive большинство гоночных игр на рынке представляли из себя аркады с видом сверху, а также качеством симуляции. Что занимательно, в игре было представлено 5 лицензированных автомобилей: Lamborghini Countach, Chevrolet Corvette, Ferrari Testarossa, Porsche 911 Turbo и Lotus Turbo и Spirit, а также информация о них, технические характеристики и цена продажи. Игра была положительно принята видеоигровой общественностью и стала коммерческим хитом, продавшись тиражом примерно в 100 тысяч экземпляров. Сам геймплей игры представлял собой прохождение одной из 5 трасс с двухполосной дорогой, по которой двигались автомобили во встречном и прямом направлениях. Задача игрока же, в свою очередь, состояла в проезде трассы за минимальное время, вписываясь в повороты, избегая столкновения с трафиком и не попадаясь в полиции, для обнаружения которой в интерфейсе предусмотрительно присутствовал радар-детектор. Уже тогда в игре была ручная коробка передач, возможность перегреть двигатель и уникальная приборная панель для каждого автомобиля. Все эти мелочи на самом деле и сейчас кажутся удивительными для игры почти 40-летней давности, а какое впечатление они производили тогда? Также у игрока в распоряжении было 5 жизней, которые тратились при поломке автомобиля или поимке полиции. Заканчивалась игра либо при потере всех жизней, либо после прохождения всех 5 трасс. Впоследствии серия Test Drive, как вам известно, разрастется до огромной видеоигровой франшизы, которая на сегодняшний день насчитывает целых 16 игр. Другим занимательным проектом гоночного жанра, разработанного Distinctive Software, стала игра 4D Sports Driving, также известная как Stunts. Это была одна из первых действительно трехмерных гоночных игр, и для реализации трехмерного пространства она использовала полигоны. В Stunts игроки гонялись по круговой трассе, наполненной различными экстремальными элементами, вроде петель и трамплинов. Помимо всего прочего, в Stunts было 11 автомобилей, выбор между механической и автоматической трансмиссией, режим реплеев с выбором одной из 4 камер, а также, не упадите со стула, господа, редактором трасс и рельефа. Кроме всего перечисленного, в игре была реализована физика поверхностей. Управление на заасфальтированной или гравийной дороге разительно отличалось от трасс с обледенелым покрытием. На свое время игра имела продвинутый физический движок, способный передавать точные, насколько это было возможно по тем меркам, ощущения от вождения автомобилем.
Поскольку этот материал старается соответствовать стандартам проектов из высшей лиги, да и просто потому, что почему бы и нет, время от времени я буду вкидывать сюда рандомные факты, которые могут быть интересны. В Stanz была занимательная система защиты от пиратства. Перед началом игры она требовала ввести кодовое слово из руководства к игре. В контекстном окне защиты было указано, на какой странице, в какой строчке и какое по счету слово необходимо искать. В случае, если игрок трижды вводил неверное слово, игра все равно запускалась, но на экране появлялось предупреждение о том, что игрок не отключил систему безопасности, а автомобиль разбивался, после чего игрока возвращало обратно в главное меню. Пожалуй, с точки зрения истории, именно Stanz можно считать прародителем большинства современных гонок, так как именно ее элементы после перекочевали в другие трехмерные гоночные тайтлы. В 1991 году корпорация зла Electronic Arts выкупает Distinctive Software за $10 миллионов и организует ее слияние с EA Canada, ныне известной как EA Vancouver, а парнишка по имени Дон становится президентом EA Worldwide Studios, после чего головная компания поручает EA Canada разработку гоночного симулятора Need for Speed для новенькой консоли Трипа Хокинса 3DO. К слову, сам Трип Хокинс был отцом-основателем электронных искусств. До учреждения собственной компании он работал маркетинговым директором в Apple, а после ухода из EA занимался разработкой собственной игровой платформы. Прежде Трипу Хокинсу уже приходилось иметь дело с политикой платформодержателей, что, судя по всему, никогда ему не нравилось. Так, после выхода Sega Genesis, не желая платить роялти Sega, он нанял команду для реверс-инжиниринга, результатом работы которой стал jailbreak консоли. Именно информация о взломе Genesis позволила в будущем Хокинсу выдвинуть Sega ультиматум, благодаря чему Electronic Arts в те времена выплачивали меньшие лицензионные сборы за публикацию игр на консоли от Sega. Ну, а кроме того, у них был уникальный внешний вид картриджей, как бы подчеркивающий особые условия сотрудничества между двумя компаниями. Завершив процесс перехода из совета директоров EA в The 3DO Company, Трип Хокинс совместно с командой инженеров принялись за проектирование новой, самой мощной консоли того времени. 3DO Interactive Multiplayer представлял собой очень амбициозный проект, игровую систему без конкретного производителя. Для 3DO существовали лишь спецификации, а их лицензированием могли заниматься любые другие компании. Однако самой известной для нашего рынка, пожалуй, является Panasonic 3DO. Как было озвучено ранее, 3DO была мощнейшей консолью своего времени, способной запускать настоящие трехмерные игры лучше, чем с этим справлялась Atari Jaguar, и раньше, чем Sony выкатили свою PlayStation. Однако, несмотря на масштабную рекламную кампанию, 3DO так и не смогла занять свое место на пьедестале лидеров консольного рынка пятого поколения, хоть и оставила довольно заметный отпечаток в истории индустрии, особенно, как ни странно, в России. У исследователей сейчас есть много версий касательно причины провала 3DO, от перенасыщенного рынка и сомнительных технических характеристик до высокой в сравнении с конкурентами цены конечного продукта. Однако нам не интересны финансовые показатели неудачного стартапа. Гораздо интереснее, что именно на этой консоли дебютировала игра, ради которой все мы сегодня здесь и собрались. Поскольку большинство членов команды бывшей Distinctive Software были автолюбителями, а издатель в лице Electronic Arts очень сильно хотел заполучить в свою коллекцию новую гоночную игру, решение о разработке первой Need for Speed было принято практически сразу после слияния DSi и EA Canada. Core-идея для дебютной части серии была взята из первых двух тест-драйв и представляла собой поездки на роскошных автомобилях по загородным трассам со встречным и попутным трафиком и полицией. Так как игра стремилась к детальному воссозданию окружения и модели автомобилей, было принято решение выпускать ее на подходящей по мощностям приставке 3DO, что создало некоторые трудности для разработчиков, поскольку они работали с архитектурой новой, прежде незнакомой 32-битной консоли. Впрочем, несмотря на все сложности, первая часть серии превзошла все ожидания и стала настоящим технологическим прорывом в сравнении с гоночными играми, выходившими в то же время. Именно NFS стала первой по-настоящему трехмерной гоночной игрой в современном понимании этого слова. Благодаря высокой мощности 3DO, графика в первой части сериала NFS использовала четырехугольные полигоны с наложенными на них детализированными текстурами. Помимо графики, игра также впечатляла и своей симуляцией поведения автомобиля на дороге. Разработчики изначально поставили перед собой цель сделать движение автомобиля по трассе максимально реалистичным на то время. Как говорил генеральный продюсер игры Ханна Лемке, «Мы хотели, чтобы игроки почувствовали запах кожи, услышали звук переключения передач и все рычащие звуки двигателей. Мы хотели, чтобы опыт был таким, как если бы игроки сели за руль автомобиля в жизни». Для воплощения этой идеи была использована многоконтурная физика соприкосновения колеса с дорогой, а также кузова автомобиля с трафиком и элементами трассы. Кроме этого, для более достоверного погружения в процесс вождения, разработчики использовали уникальные звуки двигателя, записанные с реальных автомобилей. Звук переключения передач, торможения и видеоролики с участием представленных в игре машин. Не в последнюю очередь такой детализации удалось достичь благодаря тому, что в процессе разработки непосредственное участие принимал журнал об автомобилях Road & Track, название которого вы, кстати, можете увидеть в заголовке игры.
В некоторых источниках указывается, что изначально первая часть НФС разрабатывалась как реклама для журнала, что с большей долей вероятности не является достоверным, поскольку на сайте Road & Track в статье, написанной к 26-летию серии, сказано, что это была лишь взаимовыгодная коллаборация. Однако речь в этом рандомном факте пойдет не об этом. Как я говорил прежде, уже в первый тест-драйв игроку была предоставлена возможность читать информацию об управляемых им автомобилях. Однако благодаря партнерству журнала и разработчиков, первая НФС вывела формулу интерактивного цифрового журнала на новый уровень. В игре также присутствовала детальная информация о технических характеристиках авто, выполненная при этом в журнальной стилистике, со снимками интерьера и экстерьера, демонстрационными видео и комментариями о транспортном средстве от закадрового голоса. Но, что еще более занимательно, Need for Speed не была первой игрой, сотрудничавшей с журналом Road & Track. За 2 года до ее релиза компания Accolade, ранее также издававшая игры теперь уже хорошо известной вам DSi, разработала и выпустила игру Grand Prix Unlimited о Формуле 1, которая, впрочем, была довольно холодно принята видеоигровой общественностью и в рамках этого видео не представляет совершенно никакого интереса, кроме как в этом рандомном факте. А что же до самой игры? Начнем, пожалуй, с самой простой и вместе с тем высоко оцененной версии на консоли 3DO. При запуске игра встречает нас старым логотипом Electronic Arts и Pioneer Productions, а затем стартует один из 12 предзаписанных для игры видеороликов с автомобилями. Ну и, конечно же, красочная заставка самой игры, прямо разящая атмосферой 90-х. И, наконец, главное меню. Очень фрустрирующее главное меню, надо заметить. Здесь нет ни единого слова, прямо намекающего на начало игровой сессии. Само меню представлено 5 картинками, с помощью которых можно выбрать одну из 3 трасс — горную Alpine, прибрежную Coastal и городскую City. Настроить автомобиль, выбирая между 3 режимами коробки передач, включая и отключая Traction Control, а также изменяя другие игровые настройки. Выбрать игровой режим с соперником или на время и, наконец, выбрать автомобиль. Всего в игре присутствовало 8 автомобилей: Lamborghini Diablo, Porsche 911 Turbo, Chevrolet Corvette ZR1, Ferrari 512 TR, Dodge Viper RT10, Acura NSX, Mazda RX-7 и Toyota Supra. Никакого тюнинга или возможности хотя бы покрасить свое авто в игре не предусматривалось, что в целом довольно сложно назвать упущением, так как оригинальные цвета транспорта впоследствии стали в какой-то степени культовыми и аутентичными. И вот после выбора транспорта, трассы и режима вы могли приступить к самому заезду, нажав на пункт меню с ключами. Как видите, графика в самой игре слегка не дотягивает до фотореалистичной, и это даже не шутка, но об этом чуть позже. Сам геймплей, как нетрудно догадаться, представляет собой заезды по красивым детализированным загородным трассам на роскошных автомобилях. Задача игрока, как и в первый тест-драйв, достичь финиша трассы, не разбив автомобиль о трафик и не попавшись полиции. Для обнаружения засевшей в кустах полиции у игрока в машине был радар-детектор, начинавший пиликать тем чаще, чем ближе он был к автомобилю копов. Скрыться от полиции, впрочем, было довольно легко. Достаточно было просто продолжать гнать на своей бричке вперед и не останавливаться. Однако, если вас все же удавалось поймать, проигрывался предзаписанный ролик с участием полицейского, который выписывал вам предупреждение. После 3 предупреждений гонка заканчивалась проигрышем игрока, как, собственно, и после расходования всех жизней при сильных столкновениях с трафиком. Судя по отзывам современников, несмотря на отсутствие системы повреждений в игре, игрокам все же приносило большое удовольствие наблюдение за авариями и попытки сделать их наиболее зрелищными, чему, конечно же, способствовала функция реплеев, позволявшая переиграть любой момент из заезда с одного из 6 ракурсов камеры. В более поздних и, как следствие, технологически совершенных версиях игры была также возможность сохранять реплеи и пересматривать их после. Кроме всех описанных фишек, у оригинальной игры на 3DO была отличительная особенность в виде видеоставок с соперником, которого в руководстве прозвали X-меном. Он насмехался над игроком в случае его проигрыша или же признавал победу в случае победы после каждого заезда. Его роль исполнил ныне покойный Бреннан Берт. Well, I bet you're feeling pretty smug, huh? Beat the best time, boost your already inflated ego. Why don't you go and get a new job, huh? Why don't you drive a fire truck? Why don't you drive an ambulance? Do something for society, huh? Send in the next speed freak. После выхода игра сразу покорила сердца игроков. Спустя пару месяцев под названием Overdriving ее издали эксклюзивно для Японии. Такое название, к слову, для Японии сохранится у серии до 99 года. Однако из-за провального старта консоли 3DO было принято решение портировать игру на другие платформы. И тут у нас снова рандомный факт. Согласно некоторым журналам из 90-х, помимо портов на все далее перечисленные платформы, также планировался порт и на Atari Jaguar CD. По крайней мере, об этом свидетельствует договор Atari Corporation и Electronic Arts, заключенный летом 1995 года. В рамках этой сделки планировалось, что Electronic Arts сделает порты нескольких своих игр, в том числе и NFS, для новенькой консоли от Atari. Однако по неизвестным причинам этого так и не случилось. На самом деле жаль. Было бы интересно посмотреть, как игра выглядела бы на еще одной консоли, технически очень сильно отличавшейся от существовавшего в то время на рынке предложения.
Через год, в 1995-м, был закончен порт NFS на персональные компьютеры под MS-DOS. А еще через год, в 1996-м, ее сперва весной сдали на PlayStation 1, а потом, в ноябре, на Sega Saturn. Последний порт вышел в 1997-м на Windows, и эта версия, похоже, является самой графически совершенной из всех, что в целом и неудивительно. Все эти версии достаточно сильно отличаются от версии игры на 3DO, и кроме сильно расширенных возможностей, улучшенной графики и производительности, в портах также был переработан пользовательский интерфейс и менюшки. Они стали более понятными и информативными. В остальном же это все та же игра, все тот же NFS, кренящийся в сторону автосимулятора, поэтому остановимся чуть более подробно на их нововведениях. В версии для ПК были добавлены новые трассы — Rusty Springs, Autumn Valley и Vertigo Ridge. Они были круговыми, и игрок мог сам менять количество кругов. Также добавили мультиплеер со сплитскрином или через модем, и еще два новых режима — одиночную гонку и турнир. В одиночной гонке участвует 8 гонщиков, включая игрока. Для победы нужно прийти к финишу первым, а в режиме турнира для каждой трассы требуется автомобиль из подходящего класса. В турнирных гонках также участвует 8 гонщиков, однако в зависимости от занятого места набирается определенное количество очков. После завершения трассы необходимо выбрать новую. В случае победы в турнире игроку открывалась бонусная трасса Lost Vegas, а также автомобиль. Ну ладно, на самом деле не совсем так. После прохождения турнира, чтобы получить уникальный скрытый автомобиль, на новых платформах было необходимо произвести ряд махинаций, ввести чит-код и нажать определенную комбинацию клавиш. Но после них игроки получали доступ к уникальному, непревзойденному, красивому, стильному и вымышленному Warrior PTO E2. Вообще, чит-коды в серии NFS довольно скучная тема. В современных частях они отсутствуют вовсе, да и в целом романтика чит-кодов во всех новых играх словно куда-то улетучилась, вы так не считаете? Однако то были суровые 90-е, и читы добавляли играм реиграбельности, веселья, а разработчикам плюсиков в карму. Кроме описанного выше чит-кода, разблокирующего новый автомобиль, игрокам также была доступна и масса других возможностей. Уникальная лунная трасса для PS1 версии, режим ралли, в котором асфальт на треках заменялся на песок, и беспощадный режим, который, вопреки названию, отключал трафик и полицию в гонках. Впрочем, наибольшим разнообразием и креативностью тут опять отличилась версия для консолей 3DO. В ней существовали читы, позволявшие взрывать окружающий трафик, создавать на трассе эффект гололеда, что кардинально меняло физическую модель, менять юзер-интерфейс, смотреть все видеоролики из игры, тюнинговать машины, повышая их крутящий момент и мощность, но, что самое, пожалуй, забавное, пересаживать соперника на скутер. Игре, я просто напомню, уже 30 лет, а она до сих пор приятно удивляет видавших и не такое нас. И вот уже после релиза на гораздо более востребованных консолей игра наконец-то окончательно закрепилась в чартах и добилась признания общественностью. Ее хвалили за реализм и инновационность, отличные звуки мотора и окружения, и музыку. Кстати, да, саундтрек — это тоже фишка новых консолей, поскольку 3DO не доставала потоковой мощности привода, чтобы проигрывать еще и музыку. Над 15 композициями в стиле техно и рок работали композиторы Джефф Ван Дайк и ныне тоже покойный Теодосис Каскаманидис, более известный как Саки Каскас. Пусть изначально музыка играла только в меню, но в будущих изданиях ее также перенесли в гонки. К слову, про будущие издания. В 1996 году также вышла специальная редакция основной игры для персональных компьютеров The Need for Speed Special Edition с переработанной физической моделью, новыми трассами, роликами, менюшками и другими мелкими особенностями, вроде возможности менять время суток и поддержка локального мультиплеера на 8 игроков. Для японского рынка на запуске PlayStation также выходило несколько некоммерческих демонстрационных релизов под названием Overdrive DX и DX Rally Edition. А вот финальные коммерческие версии японские игроки смогли заполучить в свои руки только в конце 96 года на Sega Saturn и осенью 97 на PlayStation. И эти версии игр кардинально отличались от представленных во всем остальном мире. В первую очередь, конечно же, название, поскольку журнал Road & Track благополучно убрали из заголовка, заменив его на более лаконичное Nissan Presents. И да, эти игры были посвящены исключительно моделям этого автоконцерна. В остальном это все те же игры, за исключением мелких особенностей. Максимум, что можно добавить, что в версии игры для PlayStation были представлены только автомобили линейки Skyline, о чем весьма красноречиво сообщало ее название — Nissan Presents Overdrive Skyline Memorial. А в качестве бонусного автомобиля игрок получал не вымышленный Warrior, а вполне настоящий Nissan R390. В итоге первая часть сериала суммарно разошлась тиражом около 2 миллионов копий. Именно такой результат привел нас к рождению великой серии сейчас и множеству дополнительных изданий тогда. После того, как деньги были подсчитаны, а восторженные отзывы прессы и игроков прочитаны, издатель поручил разработать внутренней студии новую часть серии. Но это уже совсем другая история, о которой мы поговорим в другой раз.
С серией Need for Speed я познакомился, наверное, году в 2007, и это определенно точно была не та игра, о которой я затирал вам сегодня. Однако для меня самого было интересно подробно изучить, с чего начиналась одна из моих любимых серий, а заодно отдать дань памяти ей. Но совершенно точно я не мог ожидать, что игра, которая старше меня почти вдвое, что такой откровенно безбожно устаревший музейный экспонат ушедших эпох, окажется не таким уж устаревшим и не такой уж ушедшей эпохи. Серьезно, когда я говорил, что графика слегка не дотягивает до фотореалистичной, я, конечно, шутил, но еще раз, игре 30 лет. И 30 лет назад она выжимала все соки из консолей того поколения. И наверняка взрывала мозг тем, кто успел ее распробовать тогда. В нее и сейчас, честно говоря, очень приятно играть, а что было тогда, боюсь представить. Эта игра действительно покорила меня графикой, приятной, но несложной физикой управления автомобилем, автопарком, конечно же, и глубиной проработки. Я когда сел писать этот сценарий, не мог подумать о том, что эти игры гораздо глубже, чем кажутся, и что, изучая их, мне будет открываться двойное дно, а за ним еще одно и еще. А что связывает вас с первой главой сериала Need for Speed? Пишите в комментариях свои истории, мне будет интересно почитать их, поскольку сам я довольно юн и не застал тех времен, что компенсирую сейчас. И могу сказать, что очень впечатлен результатом. А на этом у меня все. Благодарю за просмотр, до встречи в следующем выпуске, плотно кушайте и высыпайтесь.